Aquarel Cherries. Добрый день, Вячеслав. Здрасте. Простите, а вы смогли бы привезти парочку ваших больших палитр на треногу? Я в Провансе, с удовольствием купила бы у вас парочку. Еще парочку. В прошлом году вам уже писал. Вот дождалась до этого года, если, конечно, это не сложно. Я бы с удовольствием, но я же их не выпускаю. Я придумал палитры, а другой человек выпускает. И я не могу за них отвечать, и отношений у меня с этим человеком нет. Они исчезли. Посмотрите на Amazon.com. Очень хорошие палитры. Я ей пользуюсь в последнее время. Она требует небольшой доработки, но все равно на ней работать можно. Кстати, внутри там стеклянная такая вот еще вставка заложена. Она тяжелая. Если куда-то ездить, лучше без нее. Я пластмассовую приделал. VLD Records. У меня в моем нутре творится что-то странное. В моем тоже. Хорошо ли то, что художник пишет отрицательные образы в картине? Ну вот прям злые. Обычно говорят, что искусство поднимает человека. Но пинок тоже может быть даже поднять еще выше, чем ты прыгнешь. Если хороший пендель злого человека. Так, ладно, дальше. И то, что пациенты у работ должны не заболевать, а выздоравливать. Ну, я написал вот образ такого, дьявола. Уж куда злее. Не бывает. Но, может быть, это как раз вот такой шпендель такой. Такая бум-бум подщечина, чтобы ты вообще о чем-то подумал. Что ты делаешь сегодня? На кого злишься? На кого обижаешься? Зачем это все? Почему борщ холодный? Или почему... А один человек, мы пришли в ресторан, он говорил, что борщ горячий, остудите. То есть мне кажется, что начинается все самое интересное, когда мы на себя вовнутрь обращаем тумблер внимания. Не туда куда-то, злая картина. Какой человек неприятный. Почему он так смотрит? А ты, видя, что он так смотрит, обращаешь внимание, почему я здесь оказался, что он так на меня смотрит. Хорошо, едете вы в троллейбус. Ну, в троллейбусе вы, конечно, не едете, но хорошо. В электричке современной, стоя, вот так держитесь. И кто-то наступил вам на ногу. Хлобысь, прям таким хорошим сапогом. Можно сказать, какой паразит, и ему, как говорится, немножечко поправить челюсть. А можно подумать, что а почему я ногу сюда поставил, что он наступил? Тумблер внимание поворачивается внутрь. И с этого момента начинается самое интересное. Так что злой персонаж в картине, Герника, например, или там у Сальвадора Дали, ну вот это как называется, не знаю. Ну это работает, создает впечатление. Конечно, ничего в мире не изменилось, войн меньше не стало. Но художнику и тем, кто смотрит, становится на какое-то время легче. Домой, конечно, они придут и опять начнут воевать с соседями, там, с близкими, ну и дальше по кругу, по периметру. Потому что перестать воевать – это большая внутренняя работа. И давайте воспринимать VLD Records, вот этот злой образ в искусстве, как пилюлю. Ну или там хирург. Хорошо, пилюля уже не помогает, нужна хирургическая операция. Он делает больно. А если наркоза нет? Я давно живу, зубы делали тогда, ничего, не вкалывали ничего. Какой-то такой, помню, волосатые такие руки, такой дядя, как же его звали, не помню. Ну, неважно. И вот это вот все так страшно было. Я маленький мальчик, которого он зубы лечил, значит, там, мясник такой. Но потом зубы не болели какое-то время. Но он же врач, он может делать больно. Ну, что делать? Так что злой образ может быть лекарством, а может быть и ядом. Зависит от дозы и от того, насколько пациент болен. Конечно, придет какой-нибудь странный человек такой, с полоборода, который заводится, посмотрит на Гернику, он не ужаснется, а пойдет, например, этим самым напильником нож точить, чтобы поострее. А другой, наоборот, изменится. То есть нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но нельзя же перестать делать ножи, если как мы будем колбасу резать.
Понятно, что ими можно и кого-то там отправить в другие миры, но ножи-то все равно продаются. Как мы без них? Руками, что ли, рубить? Отбивную придется делать, резать нечем. Друзья, напомню, что я набираю новую группу студентов, таких, которые бесстрашных, которые хотят научиться рисовать и писать, на новый курс. Называется «Уходящий день». На курсе все так устроено, что мы с вами в течение 4 месяцев общаемся, движемся, исправляю я ошибки. Вы переделываете, доделываете, опять присылаете работы на проверку. 7 уроков. И первый бесплатный, заходите на сайт, и там вы все увидите. Познакомитесь с различными программами, все доступно. И спеццена держится еще 5 дней. Это цена половинчатая, половинка. Так что используйте эту возможность. И общение наше будет серьезным. Не бойтесь, если вы что-то не умеете. Научим. Ходить вы не умели ведь сначала. Не сразу же, когда вы родились, сразу побежали и искать работу. Как заработать? Заработали. Дальше-то что? А дальше приходит 50 лет, и, ё-моё, я хотела ведь быть всегда художником, а всю жизнь потратила на другое. А душа-то, она же просит развития. Импульс даден, я вам даю импульс. Используйте возможность. На этом первом уроке, вы когда зайдете на сайт, я подготовил такую вводную лекцию, где рассказываю, показываю на примере своих работ, написанных в вечернее состояние, природа передана. Я показываю, как сделать свои работы светоносными, чтобы они излучали свет. Тонкий, сдержанный, яркий, но все равно свет, чтобы они были не тухлыми, не замученными, не такими безжизненными, неинтересными, а излучали ваше настроение восторга. Не получается, не страшно, не бойтесь, я буду рядом, помогу. И вы еще получаете доступ к моим закрытым группам, 3. Обо всем узнаете из этой вводной лекции. Заходите на сайт. А в конце ролика я покажу в качестве примера несколько работ студентов, которые занимаются на моих курсах. Я не могу всех показать, не обижайтесь. Великолепные есть работы. Я просто это делаю с целью того, чтобы показать, что это работает. Что участие даже в таких видеосеминарах делает вас сильнее. Почитайте просто отзывы. Сильнее в смысле живописной грамоты. Так что бояться не надо. Вперед! АФАК. Как прекрасно, доходчиво и подробно рассказали о маневре, авторском стиле, что влияет, гроза начинается скоро, даже слово на процесс и результат. Это да, конечно, влияет. Человек сказал «люблю», весь мир изменился, или сказал «сволочь», конечно, меняет, все меняется, тут же, одно слово. Скажите, поясните, пожалуйста, чтобы понять. Вот вы показываете ход рисования фигуры и ведете от частностей пятен, пятнышек, и не обращайте, и не обобщайте. Это ваш стиль или манера. Я по-разному делаю. Могу и от пятнышек, и от непятнышек, и от контура. Главное, чтобы научиться видеть объем. А для этого нужна практика, чем мы с вами занимаемся в онлайн-школе и на живых классах. Кстати, живой класс ближайший, через пару недель в Провансе, со 2 по 7 июля. Присоединяйтесь к группе. Просто подумала, далее АФАК, просто подумалось, что вы, наверное, от противного ведете работу. Не так, как Чистяков Павел Петрович рекомендовал, что работу надо вести от общего к частному и заканчивать обобщение. Конечно, кто бы спорил. Если наработано ощущение объема, то без разницы, ты же ощущаешь объем. То есть, рисуя, например, какие-то глазки, носики, ротики, ты затылок ощущаешь, как он вообще. Потому что наработано, ты понимаешь, что вот это расстояние больше, чем это, обычно даже, и так далее. Такую последовательность в рисовании начинать и заканчивать относительно маленькими пятнами и линиями, то есть дробно, можно считать вашим авторским стилем.
Ни у кого не видел такого, но нравится. Почему, не знаю. Это хорошо, что нравится. Значит, мы на одной волне. Ну, это метод ведения работы. Сначала, значит, большими кисточками, кстати, большими массами закладываются большие куски, да, по пятну. Потом все меньше и меньше, и потом подпись. Да, но это не передает стиль. Это просто ведение работы. Ты не начнешь маленькой кисточкой, потом большой-большой. Именно так и начинаю. Маленькой делаю какие-то контуры, потом большой-большой, потом опять мелкими. И большой потом прям обобщаешь. Это правильно. Я согласен с вами. Потом ее ставишь в угол, смотришь через 10 лет, мама дорогая, и начинаешь все переделывать, и она зазвучит, может быть. Но вести работу так, как вы говорите, правильно. Вы знаете, взмахи внимания важно делать. То есть, например, живопись – это всегда расфокус. То есть вот как задний план, он не в фокусе. Вы смотрите, вот это все в фокусе, там нет. И вы так пишете. Вот это, ну, главная часть композиции, где можно выделываться, где можно форму вот прям вылепить. Все, что дальше и все, что ближе, сделать более широко, условно. Условно это значит, не надо переписывать все, что там и здесь. А подчинить это главному, подчинить. То есть не делать это выпуклым. Много информации не надо туда класть. Поменьше. Сильно поменьше. И еще поменьше. Джулия Булатова. Слава, посоветуйте курс рисунка. Пожалуйста, у меня нет рисунка. Даже в детстве не любила и не умела рисовать. А сейчас, после 50, не поздно ли начать? Не поздно. Ну, кстати, в этом новом курсе «Уходящий день» мы рисуем же. Там перспективу сначала делаем. Ну вот вводной урок, да, а потом-то что? Начинаем работать над рисунком. Над перспективой. Вроде бы простые вещи, но уже вот мне присылают работы, есть ошибки. Так что мы поправляем это, выравниваем все. Есть 57-й курс «Пионы черешня». Там на основе натюрморта простые формы рисуются, компонуются, делается потом гризаль черно-белый, да, потом цветом разные варианты. Он очень интересный. И как раз там пропорции, рисунок, вот на примере простых форм изучается. Есть курс «Голова человека», где уже более сложные формы и очень серьезный подход к рисованию глаз, носа, ушей, губ, ну и так далее. Потом две модели, мужская и женская. Классная, серьезная работа со сложными формами. Конечно, потом вы рисуете простые прям вообще элементарно. Юля, вы напишите мне, пожалуйста, на WhatsApp или в Telegram, и мы с вами еще пообщаемся конкретно на эту тему. Я попытаюсь вам помочь. В. Сергей. А что за каллиграфическая ручка? Можно название, кто производитель, узнать? А то на маркетплейсах их полно всяких. Называется Pilot. 6 мм шириной. Просто набираете, в Альберисе я покупал. В ней внутри картриджи, но это не страшно. Я просто купил шприц и обычные чернила, и шприцем накачиваю. Один можно картридж, даже не тратиться на них. Рисовать ими очень мне нравится, очень приятно, советую.
Thank